Мужчины, здравствуйте! Приветствую всех моих подписчиков, гостей канала. Кто у меня впервые в гостях, подписывайтесь на мой канал. Кто меня уже знает, отлично. Кто не знает, представлюсь, зовут меня Алла. И сегодня для вас будет общий расклад на тему «Какая женщина о вас постоянно думает?». Вот кто никак не может вас, как говорится, спокойно дышать в ваш адрес, и вы не выходите у нее из головы. Как обычно, смотрим сигнификатор, смотрим, какая сегодня женщина выйдет в общем раскладе и с кем расклад будет резонировать. Подписываемся на мой канал, ставим лайки. У кого резонирует расклад, пишем комментарии. Так, и первый вопрос, который мы задаем, это о какой женщине сегодня пойдет речь. Кто сегодня у нас будет в раскладе? Так, какая женщина сегодня будет в раскладе? У кого вы не выходите из головы? Так, значит, что могу сказать? Значит, с кем будет расклад резонировать? Расклад будет резонировать у тех из вас, у кого отношения сейчас на ножах. Это может быть ваша жена, это может быть ваша любовница, это может быть новая женщина. То есть, в принципе, форма отношений подходит здесь любая. Но вот что здесь будет основным? Основным то, что вы сейчас можете, во-первых, не общаться и находиться на ножах. То есть вы можете, во-первых, кто-то здесь расстался непонятно, то есть вы не обсудили, не проговорили. Здесь может быть такое, что вы хлопнули дверью, оскорбили друг друга, послали на 3 буквы, заблокировали друг друга и молчите. Это первый вариант. Второй вариант здесь то, что вы общаетесь, но общением это сложно назвать, потому что это больше похоже на постоянные ссоры, скандалы, выяснение отношений, какие-то претензии, злоба, агрессия. Ну, то есть вот такое ощущение, что, знаете как, вот вы очень долго, либо кто-то один, либо вы вдвоем, очень долго вынашивали в себе какие-то негативные эмоции в отношении какой-то ситуации. И вот эта ситуация, она просто вас накапливалась, и в итоге вас двоих прорвало. Причем прорвало, знаете, как канализацию. Знаете, вот когда все какашки на поверхность уже выплывают, и ты понимаешь, что вот все вокруг в дерьме. Поэтому сегодня сигнификатор такой, который говорит о том, что вы, видимо, очень длительный период не выясняли отношений. Не выясняли отношения – это не значит скандалить. Это значит, что вы не обсуждали какие-то очень важные вещи, которые привели вас вот к тому, к чему сейчас привели. А женщина, она, видимо, очень долго или скрывала, или молчала, или терпела, или стеснялась. Ну, то есть, как бы, все вы разные, смотрят тысячи людей, тысячи мужчин, у каждого из вас своя женщина со своим темпераментом, со своей судьбой, со своим мировоззрением, со своим характером. Поэтому, конечно же, тут все женщины будут разные. Кто-то тут терпел, потому что хотел быть хорошим для вас, может быть, боялась вас спугнуть в начале отношений. Кто-то здесь терпел из-за комплексов, кто-то здесь терпел из-за страха вас потерять, а кто-то тут терпел просто потому, что не знал, как сказать. Но в итоге как бы вот все это прорвало, и на сейчас как бы ваши отношения скорее можно назвать объявленной войной. То есть сегодня сигнификатор отношений – это объявленная война друг другу. Те из вас, которые сейчас общаются, вы можете назло друг другу делать какие-то вещи. Она может назло, например, встречаться сейчас с другим. Да, она может с ним даже не спать. Она даже может с ним не состоять в отношениях. Но вот специально вам назло
Она может появляться с этим мужчиной, либо с разными мужчинами, там, в разных местах, там, где вы есть, там, где вы водитесь. Она может выставлять в соцсетях, как она классно отдыхает, какой у нее новый мужчина. Она может рассказывать вашим родственникам, если таковые есть, вашим каким-то общим друзьям, знакомым и так далее. То есть задача женщины сейчас максимально вас пушить, максимально вас злить, максимально вас как-то вот, не знаю, уколоть, что ли. Так, кто себя узнал, идем дальше в общий расклад. А зачем ты это делаешь? Вот зачем ты так себя ведешь? Потому что, мальчики, вы молчите, потому что вы ничего не делаете. А ты на что рассчитываешь? Вот что ты ждешь? Смотрите, вы, видимо, затаились. Вы, видимо, молчите и ничего не делаете. Например, она там истерит, звонит, пишет всякие гадости, там скандалит, заставляет вас ревновать, короче, максимально делает какие-то там театральные действия, а вы молчите. А вы можете не выходить на связь, не поднимать телефон, не отвечать на смс. Может быть, вы ее заблокировали вообще. Может быть, и не заблокировали, но просто ее игнорите. Ну, то есть вы что-то такое делаете, что ее вот прям бесит. Потому что она от вас ожидает каких-то активностей. Здесь не обязательно активность, там типа, о, там, Олечка, я тебя люблю, вернись ко мне. Нет. Здесь женщина от вас хочет вот хоть какой-то активности. Вот даже если вы будете скандалить, для нее это тоже признак того, что она вам не безразлична. А вы, видимо, молчите. Вы или как-то абстрагировались, или занимаетесь своими делами, или думаете, ладно, перебесишься, там сама как-то там придешь, разберемся. Или вы устали от всего этого и, в принципе, вот как бы молчите, потому что устали. То есть причин здесь много. Здесь разные будут действия у каждого мужчины, который смотрит мой общий расклад. Но суть в том, что вот то, как вы себя сейчас ведете, ее прям клинит от этого. Потому что женщина здесь от вас ожидает какой-то реакции. У кого-то здесь может быть такое, что женщина ожидала от вас действий. Ну, например, что вы ее там будете возвращать, или вы там захотите с ней разговаривать на какие-то серьезные вещи касаемо вашего будущего. Или что вы, не знаю, там позовете замуж, например, если вы поссорились именно из-за этого. Или что вы будете вот, совершать какие-то действия ради ваших отношений или там ради ваших примирений. Особенно это актуально, если это ваша любовница. Особенно это актуально, если у вас, например, есть она, есть еще кто-то. Или, может быть, ваша бывшая, которая за вами до сих пор охотится. А вот это ваша нынешняя, с которой вы на ножах, она об этом знает. И она от вас хочет какой-то активности, типа докажи мне, что вот я для тебя значима, докажи мне, что вот я у тебя номер один, докажи мне, что вот ты на мне женишься, или там ты ко мне переедешь, или там вот я для тебя важна. То есть вот докажи мне хоть что-нибудь, выдели меня как-то. Но, видимо, вы этого не делаете. Исходя из этого, женщина здесь просто вот в таком состоянии, что она бы вам повыдергивала волосы, повытягивала бы все, что только можно, намотала бы только куда бы можно. А знаете, здесь вот если говорить про ключевую эмоцию, злость, очень большая злость, мальчики, на вас. Вот за какое-то ваше бездействие, за какое-то ваше спокойствие. Может быть, вы просто очень такой спокойный мужчина, а может быть, и вам просто надоел этот цирк, вы уже такой, знаете, типа подсмеиваетесь и просто как вы типа, знаете, там запасаюсь попкорном и смотрю, что ж там будет дальше. А женщина, судя по раскладу, она либо холерик, либо сангвиник, либо по гороскопу огонь. То есть Овен, Стрелец, Лев. Женщина здесь очень огненная. И для нее вот ваше вот это спокойное состояние, вот это такое созерцающее, наблюдающее, оно у нее ассоциируется с тем, что вам плевать. А знаете,
Я же не знаю, кто меня смотрит. Может быть, меня смотрит, например, мужчины земного плана, там, девы, козероги, например, тельцы, флегматики, например, там, меланхолики меня смотрят, да. И вот вы такой человек, который, в принципе, вот вы не хотите во всех вот этих аттракционах эмоциональных участвовать. Поэтому вы можете наблюдать. Типа так, давай ты там вот побесишься сама, там, перегоришь, успокоишься, и вот потом мы с тобой поговорим. Но тут же нужно понимать еще психологию, что женщина здесь этого не понимает. То, что для вас, типа, остынь, выдохни, успокойся, для нее это, знаете, как звучит, типа, мне на тебя плевать. И ваше вот это вот спокойное отношение, оно у нее ассоциируется именно с наплевательским отношением к себе. То есть тут вам нужно понять то, что вы можете своим спокойным вот этим поведением быть вообще неправильно интерпретированной женщиной. Вот давайте посмотрим, как она интерпретирует ваше спокойствие. То, что вы вообще влюблены в другую, что вы вообще как бы плевать-то на нее хотели, вы тут вообще себе или нашли уже другую. Особенно если у вас, например, есть бывшая, которая за вами там еще как-то упадает, то здесь вот эта вот женщина, о которой мы говорим сейчас, она тут себе уже накрутит, что все. Или вы там вернетесь к своей бывшей жене, или к своей бывшей любовнице, смотря тут вот кто смотрит. Например, если речь идет о любовнице, то она здесь будет думать, что вы вернетесь к жене 100%. Если идет речь о жене, то она тут 100% думает, что вы либо к любовнице вернетесь, если она у вас есть, или вы найдете себе любовницу и уйдете к ней. Если это просто ваша женщина, то она тут будет думать, что вы там ушли вообще в разгул, загул, у вас там целая куча женщин, вы там ей изменяете, вы вообще про нее забыли, и вообще вам на нее плевать. Короче, человек тут себе нафантазировал кучу всего. А на самом деле все, вот весь этот сыр-бор из-за чего? Из-за вашего хладнокровия, из-за вашего спокойствия, из-за того, что вы не пишете, не звоните, не истерите. У кого-то здесь может быть такое, что вы скандалили, истерили, но потом вам надоело, вы уже устали, вы поняли, что вы сливаете целую кучу энергии вот на все вот эти выяснения отношений, и вы успокоились, а она нет, понимаете? И здесь такое ощущение, что вот то, что вы себя ведете так спокойно, она это воспринимает как финиш, финал. Ну, типа, все, это конец. И на вопрос, а что бы она хотела, вы знаете, ну, тут такой типа женщины, что вот если бы вы с ней ругались, скандалили, вот даже материли друг друга, вот для нее это лучше, чем ваш игнор. Вот для нее ваши скандалы, они более показательны, что она вам нужна, что она для вас значима, чем вот если вы молчите. Здесь для человека вот любой, даже самый негативный какой-то вот, грубо говоря, вызов в ее сторону, это уже показатель того, что она вам хоть как-то интересна. Ну вот такой здесь человек. А если вы спокойны, если вы уравновешены, если вы хладнокровный, если вы просто живете, занимаетесь своими делами, там, не хотите влезать вот во все эти грязные передряги, выяснять отношения, ссориться, скандалить, там, уходить, собирать чемоданы, материть ее и так далее, то она это воспринимает, что все, отношениям конец, вы к ней потеряли интерес, она вам больше не нужна, и на этом все. Поэтому смотрите, вот кто себя узнал в этом общем раскладе, то тут нужно понимать, что если вы хотите завершить эти отношения, просто вот дальше также продолжайте. То есть не общайтесь, игнорируйте, она сама сольется, потому что она тут вот решит, что вам на нее плевать, вы нашли другую, да, она тут еще как бы какое-то время вам попортит жизнь, попьет кровь, а потом решит, что все, как бы она вам не интересна, не нужна, ну и вы у нее в памяти останетесь как очень плохая редиска, плохой человек. Но если все-таки вы хотите с этой женщиной быть, вы ее любите, то тут нужно просто понять психологию этого человека, что ваше хладнокровие для нее тире
полнейшее безразличие. Вот здесь нужно с ней, ну, ищите, конечно, какую-то золотую середину, но здесь лучше все-таки с ней выяснять отношения, разговаривать, даже иногда, может быть, покричать на нее, может быть, даже устроить какой-то скандал. Здесь женщина такая, знаете, вот как итальянка, знаете, как итальянские семьи, вот они постоянно бьют посуду, орут, скандалят, для них это норма, ну, вот такие люди, ну, вот такой темперамент. И представьте себе итальянца, который спокойно выясняет отношения. Ну, наверное, в природе таких не существует, потому что итальянцы – это итальянцы. Поэтому вот расклад сегодня про такую женщину с итальянским характером. Может быть, она у вас каких-то восточных кровей, и для нее это норма. Ну, или же вот такой вот человек, который просто не умеет спокойно выяснять отношения, мириться, договариваться. То есть ей вот так вот. Либо война, и как бы в этой войне мы любим друг друга, ругаемся, но мы все равно любим друг друга. Для нее это жизнь, для нее это бурление эмоций. Значит, я тебе нужна. А если ты вот так спокойно себя ведешь, ну, значит, все, отношения умерли, как бы я тебе не интересна, значит, все, пока, давай прощаться. Так что тут вот такая сегодня у нас итальянская женщина получилась в раскладе. Кто себя узнал, отпишитесь в раскладе, что это за горячая женщина у вас такая темпераментная, эмоциональная, как вы с этим совсем справляетесь. Кто себя узнал, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что если вы хотите у меня заказать личное гадание, мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp или в Telegram, задавайте вопросы по поводу личных раскладов. Я расскажу, что необходимо для личного расклада. Всем отвечаю только в переписке, потом просьба не звонить, только писать. На этом всем хорошего вечера и всем пока.